Всем привет! Сегодня на ремонте Lenovo P70A. На нем будем менять дисплейный модуль. Но разобрав телефон, все пошло не так, как планировалось. А все потому, что телефон уже был в ремонте. Я думаю, это понятно по белому дисплею на черном телефоне. Я его уже разбирал и собрал назад, чтобы показать вам, с чем я столкнулся. Сняв крышку, мы видим сервисные пломбы, которые я уже срезал. А для чего они, вы сейчас поймете. Открутим все винты. Далее проходим медиатором и разъединяем корпус. И снимаем крышку. Смотрите, для чего нужны были пломбы. Открываем. И что же мы видим? Оторванные провода с батареей. Каптоновым скотчем уже их я обмотал. А так они были все припаяны к плате. Они сломали коннектор или порвали шлейф. И решили выйти вот таким способом. Провода были припаяны и приклеены с обратной стороны крышки на термоклей. И после снятия мной крышки, естественно, все оторвалось. Ну что, теперь замена дисплея не самое главное. Остал вопрос, как восстановить этот чудо-ремонт. Поехали! Сначала снимем батарею. Для этого аккуратно отпаяем последний провод. Хорошо, что когда оторвались 3 других, контакты на плате остались целыми. Убрали батарею. Возьмем оплетку и уберем все лишнее. И убедимся, что все контакты на плате целые. Ну вот, все отлично, ничего не оторвали. Теперь разберем батарею. Как видите, тут опять сервисная наклейка. Разрываем все. И что мы видим? Шлейф просто полностью отпаян и к контроллеру припаяно 4 провода. Ну и хорошо, поехали дальше. Так, у меня в запасах я нашел шлейф с контроллером со старой батареей, с нужным коннектором, с батареей, который взрывал. Кстати, кто не видел видео, ссылка сейчас появится сверху. А также на одном из полурабочих телефонов нашел нужный коннектор. Другого нету, поэтому временно снимем отсюда и закажу новый и поставлю назад. Чтобы выпаять его, сначала прохожу все контакты свинцово-содержащим припоем. Далее снимаем феном при температуре примерно 250 градусов. Пластик при этом не плавится. Прогрели и снимаем коннектор. Выглядит он вот так. Далее установим его на плату. Закрепляем ее. На контактах делаем подушечки паяльником. Берем коннектор, приставляем его примерно. И потом, центрируя, припаиваем сначала одну ножку, крайнюю, а потом со второй стороны. Далее можно спокойно запаять остальные контакты. Если ноги спаиваются вместе, добавляем флюс и убираем лишнее. Just let
После припайки очищаем и перепроверяем, как соединяется коннектор. Все отлично, соединение четкое и ничего не шатается. А теперь можно и проверить новый дисплей. Соединяем шлейфы дисплея и тачскрина. Подключаемся от блока питания. Плюс и минус на шлейф. Проверяем, чтобы не было никаких коротких замыканий. Подсоединяемся и включаем телефон. Да, кстати, ссылки на инструмент с ролика и на дисплейный модуль я оставлю для вас в описании. Заходите, смотрите. Также не забывайте про кэшбэк от сервиса Letyshops. Как видите, дисплей загорелся. Подложим под шлейф пленку, чтобы контакты никуда не закоротили. Перевернем и проверим работоспособность модуля. Проводим зажатым значком просто по экрану. Тачскрин работает и дисплей тоже работает отлично. Ну окей. Выключаем телефон и склеим новый модуль с рамкой. А пока он будет сохнуть, займемся батареей. На контакты наношу кислоту и снимем старый контроллер питания. Лучше сразу пометить, где у нас плюс, где минус. Также поступим и с новым контроллером со шлейфом. Пару капель кислоты и залуживаем соединительный контакт. Припой не жалейте, так как выводы с батареи нужно полностью окутать припоем. Контакты с батареей не очень хотят припаиваться, но с помощью кислоты все легко. После запайки очищаем все контакты и сворачиваем шлейф внутрь корпуса батареи. Теперь настало время проверить и батарею. Модуль уже вклеен. Берем батарею, подключим и подключаем зарядное. Отлично, телефон заряжается. Батарея и принимает, и отдает питание на плату. Ток зарядки также вполне нормальный для этого телефона. После этого, конечно же, было проверено отключение питания контроллером при 100% зарядке батареи. И осталось собрать телефон полностью. Еще раз его проверить. И на этом все. Понравилось видео? Ставь лайк. А также не забывай смотреть другие мои видео. И кликай на кружок в центре экрана. И подписывайся на канал Art Bell Channel.